Всем доброго времени суток, кто смотрит канал. Эта видеозарисовка будет посвящена очередному выпуску журнала The Economist Мир 2021. В этот раз обложка представлена в виде игрового автомата. Притом очень-очень интересные картиночки выпадают на этом игровом автомате. Это как у нас на постсоветском пространстве говорится, что это однорукий бандит, вытаскивает деньги только из карманов населения. Вот тут так и представлено, что ситуация, которая будет в 2021 году, будет тянуть из населения только деньги, а выигрыши будут только единицы. Начнется, скорее всего, этот год с продолжающейся пандемии коронавируса, потому что вот тут показано, что он от нас никуда не денется, коронавирус. Начнется массовая вакцинация от этой болезни, а может еще от каких-нибудь других. Здесь представлено лицо в маске, их продолжат носить. Вопросы, так как их два, то скорее всего это непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть. Дальше угроза ядерной или термоядерной войны никто не отменял. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Байден продолжится раскол Америки как минимум на две части. Но политический раскол, скорее всего, распадаться Соединенные Штаты Америки не планируют. И вот тут вот какой-то знак, но тут его не видно. А дальше доллар США как и был, так и будет, наверное, превалировать в экономике мировой. Ветряки будут повсеместно внедряться, новые виды экологической энергетики. Китай начнет выходить на мировую арену, еще больше заявлять о себе, хотя, может быть, все наоборот. Рост рынков, тут график показан, что, скорее всего, он так и продолжится. Пожары лесные, они тоже будут продолжаться в мире, притом с новой силой. Это значок видео, как блогеры и все остальные, кто снимают и рассказывают, будет продолжаться этот тренд. Ну и опять же коронавирус. Он от нас никуда не денется, будет с нами весь год, как минимум. А может даже и закончится следующий 21 год, как и начинается коронавирусная инфекция. Самое интересное другое, вот кнопочки, которые представлены. Hold это означает держать, удерживать. Скорее всего, вот 4 кнопки, это 4 поля, которые вот эти вот удерживать ситуацию вот той, которая она вот сейчас представлена. Bet это, держу пари, начать игру, наверное. Кэш-аут это обналичить или вывод средств денежных. Наверное, будет продолжаться вывод средств или обналичка какого-нибудь, не знаю чего там, денежных средств, конечно же. И insert stimulus funds, вкладывать в стимулирующие фонды. Для того, чтобы запустить игру, нужно вложить. Самое интересное другое, что еще тут как бы на два поля делится сама эта игра. Тень падает на одну часть и на другую подсвечивает. Это значит, одна половина, даже где-то 40% всего вот этого времени будет как бы светлая, а другая темная какая-то. Погрузит мир, не в темноту, но в кризис какой-то, может быть. Хотя я не знаю точно. Скупо на этот раз журнал The Economist выдает информацию. Если удерживать, то значит все те, кто вот эти картиночки, которые представлены, это будет все удерживать вот эту ситуацию, и ничего в 2021 году не поменяется. Все те новости, которые были в 2020 году, ситуация сложилась, она будет продолжаться и в 2021. Единственное, что начнется вакцинация, и Байден станет официально президентом Соединенных Штатов Америки. А так, вот еще два вопроса представлены, но это как темные лошадки, неизвестно, что может быть. В качестве запуска нового механизма представлено земной шар.
Ну вот, как-то так. Спасибо редакторам журнала The Economist за обложку, которую они представили в 2021 году. Особо ничего нового не будет. Ну, народ победнеет, скорее всего, очень сильно. Потому что кэш-аут, наличность будут обналичивать и выводить куда-то на какие-то другие цели. Вкладывать в стимулирующие фонды. Скорее всего, что мы столкнемся с цифровыми деньгами, а наличность будет уходить из нашего мира. Спасибо редакторам и владельцам журнала The Economist за эту обложку «Мир 2021». Поживем увидим. Кто предупрежден, тот вооружен. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки или анлайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в социальных сетях.